Мы в Королевском ботаническом саду в Парадении. У нас нету гида, мы постараемся все посмотреть сами, зато у нас есть карта и описание в гугле. Королевский ботанический сад расположен в местечке Пирадении, пригороде города Канди. Приехать в Канди и не посетить ботанический сад просто нельзя, если вы, конечно, не бывали в других ботанических садах Юго-Восточной Азии. Сюда даже специально едут с других курортов, хотя проще всего его посетить именно из Канди. На беглый осмотр уйдет не менее 2-3 часов. Если вы не можете отличить березу от баобаба, то лучше взять экскурсию. Ну или заранее почитать о саде, чтобы все понимать. Сад, безусловно, прекрасен, спланирован умно и со вкусом, очень разнообразен. Он по праву признан одним из самых красивых и зрелищных тропических парков всей Азии. Наш маршрут начался от главного входа в сад. Повернув налево, очутились в роще очень старых лиственных деревьев. Каждое дерево здесь просто гигантских размеров. Нефилиум личи из Китая, баобабы, двойной кокос из Сейшельских островов. Кстати, даблкокос, как его называют здесь, очень редкое и дорогое растение. Цена одного плода около $100, а вес его достигает 30 килограмм. Двигаясь по левой аллее, мы попали в рощу, где посажено по одному представителю разных древесных пород. Цикос с возрастом 90 лет. Когда-то в саду было много цикосов. Теперь это исчезающий вид на острове. Милуока, чайное дерево. Масло из этого растения используют в аюрведе для разгрева кожи. Эвкалипт, которому исполнилось 137 лет. Упас, дерево из острова Ява. Ему 140 лет. Высота его более 30 метров. Из сока коры этого дерева производят яды от насекомых, а раньше этим ядом охотники натирали наконечники стрел. Следующий объект по маршруту и еще одно наше удивление – это пьяные елки. Целая аллея араукарий, согнутых ветром, создавала ощущение нереальности пространства. Казалось, что не деревья наклонились, а мы сами стоим на наклонной плоскости. В ботсаду Пирадении есть коллекция бамбуков, которая включает множество видов. Конечно, обращает на себя внимание самый большой из них, высота которого достигает 30 метров и выше. Да и толщина стеблей этого гиганта до 25 сантиметров в диаметре. Впечатление сильное, особенно когда смотришь вверх. Коллекция представлена 10 видами. Всего же на острове растет около 20 видов бамбука. Сам сад удобно помещается в огромной петле, которую в этом месте образует главная артерия Шри-Ланки – Махавели-Ганга. Через реку в северной части парка переброшен узкий висячий мост, по которому можно прогуляться и сделать красивые фото. От моста удобно перейти к просмотру авеню Королевских пальм. Аллея превосходна. Первые посадки на аллее были предприняты еще в 1855 году. Затем деревья трижды пересаживались. Королевскую пальму называют бутылочным деревом. Родина ее – Панама и Куба. Пальмы очень изящные и высоки. Листья располагаются высоко наверху, имеют форму короны, благодаря чему ее и назвали королевской. Корни у этих пальм съедобны, а ягоды идут на корм скоту. Этот сад, как и многие, прошел свой путь от Королевского сада с 1747 года, поочередно становясь то цветником, местом отдыха местных монархов, то питомником, в котором завоеватели-англичане растили растения медицинского и промышленного свойства. Сейчас это большое учреждение, относящееся, как и другие ботанические сады острова, к департаменту национальных ботанических садов Шри-Ланки. Сад газонных трав выложен лучами из 24 видов трав, выполнен в форме восходящего солнца. Это просто замечательная идея использовать одни травы в композиции. Следующая секция за садом трав – коллекция водных растений. Она сосредоточена в маленьком бетонном бассейне и ограждена весьма неприглядной сеткой. Здесь нам встретились местные лягушатки и черепашки. За садом трав в глубине все пространство до глухих посадок занято коллекцией пальм. В Королевском ботаническом саду их насчитывается 185 видов. Асфальтированная дорога вдоль пальмариума называется авеню талипотовой пальмы. За дивную красоту в период цветения ее называют королевой пальм. Листья талипотовой пальмы могут храниться до 1000 лет. Именно на листьях этой пальмы записывались буддийские тексты. При входе туристов предупреждают о том, что нужно остерегаться многочисленных обезьян и летучих лисиц. Обезьяны обычно настроены дружелюбно, но вполне способны отнять у вас фрукты, напитки или блестящие украшения. Летучие лисицы принадлежат к отряду рукокрылых, но с летучими мышами у этих гигантских вампиров не так много общего. В отличие от мышей, у крылатых лисиц нет сверхспособности к эхолокации, а едят они не насекомых, а фрукты. Рационом объясняется ореол обитания. Крыланы живут в тропиках и субтропиках. Активны крыланы в основном ночью и в сумерках. День проводят в кронах деревьев и неистово орут. Одним из сюрпризов, о котором нас не предупреждали, оказалась змея. Она мирно ползла по своим делам, но осадочек остался.
Это, пожалуй, самое большое дерево из всех, которые нам довелось увидеть в своей жизни. Называется он фикус Бенджамина. На огромной лужайке размером с футбольное поле в центре растет фикус. Он занимает площадь 2500 квадратных метров, диаметр 55 метров, а под ним может свободно разместиться компашка из 1000 человек. В общей сложности в парке произрастает около 3000 видов растений. Ну что ж, идем искать дом орхидей. Орхидеи тут как у себя дома. Это их родина, и климат для них идеальный. Им построили прекрасную комфортабельную теплицу, в которой кроме садовника еще и постоянно дежурит охрана. Это был первый из ботанических садов Азии, который нам посчастливилось увидеть. Будем рады, если наше видео вдохновит вас на посещение этого прекрасного ботанического сада. Открывайте мир для себя, путешествуйте, ведь оно того стоит.